они могут быть доступны всем. Интернет-веб 2.0 не может обеспечить полную безопасность и конфиденциальность моих данных. Но как бы я мог этого избежать? О, привет. Привет. Будешь чай? Давай. Сейчас сделаю. Когда уже данные станут приватными, конфиденциальными? Когда я смогу быть полностью уверен в своей безопасности? Чем сегодня займемся? О, там телефон звонит. Сейчас я приду. Но все же, как изменить мир? Как сделать данные по-настоящему конфиденциальными и, главное, приватными? Я Джин, алло! Я исполню твое желание, если ты исполнишь мое. Чего? Джин? Что я должен сделать? Ты должен приготовить торт. Погоди, чего? У меня нет времени, мне нужен торт. Ты меня звал? С кем ты здесь разговариваешь? Нам нужно приготовить торт. Чего? Торт. Всех приветствую на кулинарном шоу Алло, дорогие друзья! Сегодня мы попробуем приготовить торт. Кстати, а ты умеешь готовить? Ты вообще в этом что-то понимаешь? Ну, я как-то готовил, кажется. Наверное, нет, не умею готовить. Отлично! Я тоже не умею готовить. Друзья, ну мы действительно не умеем готовить, просто у нас слишком большая мотивация, чтобы не попробовать приготовить торт для Алло. Итак, для приготовления бисквита торта Алло нам понадобятся следующие ингредиенты. 120 грамм муки, 40 грамм крахмала, 8 грамм ванильного сахара, 160 грамм обычного сахара. Яйца Алло. Быстро, вкусно и децентрализованно. Хранить в безопасном для детей месте. Подробнее о продукте вы можете узнать на сайте Алло. Итак, первым делом белки отделяем от желтков. Главное внимательно, чтобы часть желтка не попала к белкам. Это важно. Oh shit, here we go again. После чего белки переливаем в чистую сухую емкость для взбивания. Теперь наши белки взбиваем до пышной белой пены. Обычный сахар смешиваем с сахаром ванильным. И, не отрываясь от взбивания, добавляем смесь сахара в емкость с белками, понемногу, продолжая взбивать. Взбиваем белки до пышной стойкой белой массы. Мы должны добиться такой консистенции белков, чтобы они держали форму. Переворачивая тарелку, они бы не высыпались. Итак, ребят, мы взбили наши белки, и у нас получилась вот такая вот однородная масса. Теперь мы переходим к взбитию наших желтков.
Их добавляем прямо сюда, к белкам. Ну а теперь нам необходимо перемешать муку и крахмал и просеять все это прямо вот сюда. В наше будущее тесто. Итак, ребят, мы подготовили вот такую вот формочку на 22 сантиметра. Сюда мы, собственно говоря, заливаем наше тесто и после чего отправляем это тесто непосредственно в нашу духовку. В духовке выпекаем наш бисквит при температуре 170 градусов где-то 40-45 минут. По итогу у нас за 45 минут готовки в духовке получается вот такое вот творение искусства. Пока еще не похоже на торт, но мы в процессе, поэтому сейчас с вот этой вот штукой мы ее сначала выкладываем на противень, после этого ждем 15 минут, когда она остывает, до полного остывания ждем примерно 45 минут, потом мы ее обматываем в пищевую пленку и убираем в холодильник, лучше на ночь, но мы уберем ее часа на 2, посмотрим, что из этого выйдет. Ну а пока наш бисквит остывает в холодильнике, нам необходимо приготовить пропитку для него. Нам понадобится 200 мл теплой воды и 4 столовые ложки сгущенки. Итак, прошло 2 часа, и мы достали бисквит из холодильника. Снимаем пищевую пленку и разрезаем его на 2 коржа. А сейчас приступим к приготовлению крема. Для его приготовления нам понадобится 250 мл молока, 2 желтка, 100 грамм сахара, 10 грамм муки, 10 грамм крахмала, 100 грамм сгущенного молока, 1 чайная ложка ванильного сахара и 300 грамм сливочного масла 82%. Молоко переливаем в небольшую кастрюлю и начинаем нагревать, не доводя до кипения. Желтки растираем с сахаром и ванильным сахаром, после чего в нашу смесь добавляем муку и крахмал. Продолжаем перемешивать. Получив однородную массу, добавляем понемногу наше молоко и тщательно все перемешиваем. Ну а после добавления молока в наш крем, все ставим на плиту и начинаем варить до загустения. При постоянном помешивании варим крем до загустения, а после закипания продолжаем варить 2 минуты, снизив температуру, после чего снимаем кастрюлю с плиты. Переливаем получившийся крем в емкость, плотно закрываем его пищевой пленкой и оставляем остывать. Итак, сейчас мы готовим крем, и важно, чтобы масло, сгущенка и тот крем, который мы только что варили, были одной комнатной температуры. Поэтому засекаем время и ждем, когда они станут одной температуры. Вставай, уже комнатная температура. Итак, мы продолжаем готовку нашего торта для Алио. Мы дождались, когда температура наших продуктов для приготовления крема станет такой, как температура в нашей комнате. Теперь приступаем к взбитию нашего крема. Сливочное масло взбиваем на высокой скорости, примерно 10 минут, пока оно не превратится в светлую пышную кремовую массу. Понемногу начинаем добавлять заварной крем и хорошо его взбиваем. Затем добавляем сгущенное молоко.
Периодически обязательно лопаткой снимаем остатки крема со стенок емкости. У нас получается пышный гладкий крем. Именно такой консистенции должен быть крем на торте Алио. Также уже готова наша пропитка и наши бисквиты. Сейчас мы будем начинать располагать наш крем прямо на наши бисквиты. Сначала бисквит пропитываем ранее приготовленной пропиткой, после чего на нижний корж начинаем наносить крем, примерно 200 граммов. Далее накрываем его второй частью бисквита, аналогично пропитывая пропиткой и располагая сверху крем. Разравниваем крем по всей поверхности нашего будущего торта. А сейчас убираем наш торт в холодильник и начинаем украшать. К остаткам крема добавляем немного синего пищевого красителя, чтобы крем принял голубой оттенок, и перемешиваем. Достаем наш торт из холодильника и начинаем украшать. Ну что, наш торт готов? Самое время выставлять фото. Ну что, теперь самое время пробовать наш торт Алио. Я в вас не сомневался, вы действительно приготовили отличный торт. Я сделаю приложение часто.